Приветствую вас на канале Техревизор. В 2024 году при желании все еще можно купить адекватные бюджетные беспроводные наушники. Для этого нужно вооружиться хотя бы 3000 рублей. Конечно, во всем известных сетях магазинов можно купить беспроводные уши и за 500 рублей. Но если говорить о чем-то хотя бы более-менее адекватном для просмотра фильмов, прослушивания музыки во время поездки на учебу или для каких-нибудь рабочих задач, то да, хотя бы пару тысяч надо. Я подобрал 5 беспроводных моделей, хотя правильнее было бы сказать TVS. Так как беспроводных сейчас на рынке мало, а в бюджетном сегменте уж тем более, что-то адекватное найти трудно. Ну а если вы не отличаете беспровод и TVS, то скоро все поймете. А чтобы узнать актуальную стоимость каждой модели, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. А с вас лайк и подписка на канал. Ну что, поехали! Открывает рейтинг JBL Tune 215 BT. Этакие беспроводные наушники наполовину. Вроде как и к телефону по Bluetooth подключаются, но при этом соединены между собой проводом. На деле в этом есть определенные удобства, особенно поймут те, кто пару раз уже терял один TVS наушник. Эти же вешаются на шею и надежно держатся за вас. Да и микрофон здесь расположен ближе к рту. Это на случай, если для вас он важен. В общем, удобно на пробежке, в спортивном зале и при другой активной деятельности. Собственно, все отличие TVS от беспроводных. Эти JBL не вакуумные, а обычные вкладыши в ухо по типу AirPods. Из-за этого есть свои недостатки. Но если вы уже точно знаете, что затычки вам неудобны, полноразмерные давят на уши, то можно опробовать такие вкладыши. Кстати, вкладыши эти не из дубового пластика, а мягкие, силиконовые. За счет этого они в ушах сидят надежнее, удобнее. Но главный недостаток – слабая изоляция от внешних шумов. Хорошо слышно улицу, хорошо слышно окружающих. Впрочем, если вам именно это и нужно, то без проблем, но для кого-то наушники – способ отстраниться от этого мира. Вот таким людям вкладыши стопроцентно не подойдут. В остальном могу сказать, что над звуком здесь поработали. Уверенный бас, детализированные средние и адекватные высокие частоты. А в совокупе любая музыка звучит объемно и насыщенно. В этом плане не придраться, хотя даже если и придираться, всегда можно на пару минут заглянуть в эквалайзер и исправить ситуацию. Ну и по автономности все хорошо, в среднем порядка 16 часов играют без подзарядки. И это даже без кейса, на одном заряде. Ну и с этого момента в рейтинге остаются только True Wireless наушники, никаких проводов. Huawei FreeBuds SE2 встали на 4-ю позицию топа. Это такие же вкладыши, как и прошлые JBL по форме, то есть тоже никакого вакуума в ухе. Важен вам этот момент или нет, решайте сами, тут не подскажу уж точно. Но скажу, что в ухе лежат удобно, дискомфорта не вызывают. Хотя при занятиях в спортзале во время пробежки, фитнеса и прочего могут и вываливаться из уха. Не так уж и плотно они там сидят, чтоб прям уверенно скакать. Но в более простых повседневных условиях, в транспорте, в магазине, на прогулке, никаких проблем с этим нет. По качеству звучания есть небольшой апгрейд в сравнении с прошлыми JBL. И музыка громче звучит, и частоты насыщеннее, что верхние, что нижние. В общем, на словах это не объяснить, тут слушать надо. Но во время прослушивания музыки вообще не чувствуешь себя обделенным. Наоборот, даже удивляешься, что такие дешевые наушники могут так воспроизводить музыку. Также понравилась поддержка последней версии Bluetooth 5.3. Даже в настолько бюджетном сегменте 5.3 вообще не редкость, вот это радует. Ну и автономность тоже, ох, какая приличная, одна из лучших в рейтинге, 40 часов в общей сумме с кейсом. Так их можно не заряжать неделями при активном использовании, а при неактивном вообще до месяца с копейками может доходить. А одна из лучших, потому что в этих наушниках нет никакого доп-функционала, который еще съедал бы лишние часы. Тот же активный шумодав, например, но об этом позже поговорим. На 3-м месте топа Realme Buds T100. Поставил их на строчку выше, потому что это самые дешевые TVS наушники во всем рейтинге. Ну и еще я больше предпочитаю вакуумные вкладыши. Согласен, вкусовщина, но простые затычки действительно проигрывают по звучанию вакуумным. Хотя здесь стоят базовые аудиокодеки AAC и SBC. Нет активного шумодава, в Realme все равно слышно больше деталей, больше басов. Как раз за счет хотя бы пассивной шумоизоляции, которой так не хватает затычкам.
Поэтому эти наушники отлично подойдут для домашнего использования и вполне хорошо будут звучать на шумной улице. Конечно, в многолюдных местах, в транспорте, около дороги, в магазине шумы просачиваются. Но на звучание музыки жаловаться не придется. По крайней мере, если вы неискушенный пользователь, который переслушал много разных наушников, вплоть до профессиональных. Но что музыка всех популярных жанров, что фильмы с сериалами идут хорошо. Чувствуется глубина звука, где нужно усиливается акцент на высоких частотах, где нужно на низких. Микро, правда, очень посредственный. Собеседник сможет нормально вас слышать только если вы будете где-нибудь в тихом месте. В общественных не самый лучший вариант. Ну, зато не будет проблем с подключением. Наушники быстро коннектятся к телефону и стабильно держат сигнал без перебоев и отвалов. Последний Bluetooth 5.3 как-никак. И не скажу, что он сильно энергозатратный, Realme T100 вполне могут играть до 25 часов вместе с кейсом. То есть вообще немало, даже для пользователей, которые активно юзают наушники изо дня в день. На второй строчке стоит Xiaomi Redmi Buds 4. Еще одни очень дешевые наушники, но с некоторыми особенностями. Они подойдут тем, кто все-таки большую часть времени проводит в наушниках не дома, а на улице, в пути, в общественных местах. В такой ситуации реально важную роль играет активное шумоподавление ANC. Хоть Redmi Buds и вакуумные, а ANC пригодится даже простой, бюджетный. Вот тут как раз такое и есть, чтобы как можно меньше шумов тревожили вас во время прослушивания музыки или просмотра видео. Это же влияет и на качество звучания музыки. Не то чтобы кардинально, но эффект хорошо заметен в людных местах, когда привык слышать кучу шумов. Тут же их либо не будет, либо будут, но в разы тише. Еще одна приятная возможность – режим прозрачности. Это когда вы можете общаться с людьми и слышать происходящее вокруг, не снимая наушников. И все-таки шумодав хорошо глушит, а с миром связь надо иметь. Так, вы в нужный момент активируете эту опцию и без проблем можете общаться с кассиром, водителем автобуса или с тем же случайным знакомым. В общем, удобно и снимать ничего не надо. Правда, микрофон у них все такой же слабенький. Нормально долго пообщаться можно только в тихом месте. Конечно, перекинуться парой фраз о том, когда будешь дома или что купить в магазине, можно. Но по душам лучше философствовать где-нибудь в тихом месте. Ну и никак не выделилась автономность. Вместе с кейсом примерно часов 30. Это где-то при 60% громкости при не всегда включенном шумодаве. То есть, по сути, играют они даже немного меньше, чем прошлые Realme, если часто пользоваться ANC. На первом месте Honor Choice Earbuds X5 Pro. Очень приличные наушники за свои деньги. Для тех, у кого душа требует максимального качества звучания. Лучшее качество звучания на фоне всех прошлых конкурентов в этих наушниках достигается за счет кодека LDAC. От базовых AAC SBC он отличается поддержкой высоких битрейтов и частоты дискретизации. А впрочем, это не о многом говорит. Но максимум, что нужно понимать, потери качества при передаче информации по Bluetooth тут минимальны. Поэтому звучание получается еще более чистым, детализированным и насыщенным. Но есть еще пара моментов, которые нужно учесть. Первый – поддержка этого самого кодека. Не все устройства работают с LDAC. Поэтому для начала просто убедитесь, что ваш смартфон может подключиться к наушникам по этому кодеку. А второе – задержка и качество соединения. Для игр этот кодек точно не подойдет, так как звук передается со слишком большой задержкой. Ну и также он не для тех, кто любит кинуть телефон где-нибудь и ходить в наушниках по всей квартире. И хотя тут поддерживается последний Bluetooth, сигнал все равно будет отваливаться через минимальное расстояние и небольшие препятствия. И уже с учетом этих нюансов уточню, что качество звучания у этих наушников реально кардинально отличается от всех прошлых. Плюс к этому добавляем ANC, режим прозрачности, стандартную автономность 40 часов и получаем довольно сбалансированные наушники по соотношению цена-качество звучания. Собственно, поэтому я и отдал им первое место. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.